Привет, коллеги! Мы обещали вам сегодня поотвечать на ваши вопросы. Вот у нас наш любимый всеми консультант УМДИС Юрий Бойчук, и мы задаем ему первый вопрос из тех, которые вы нам прислали. Первый вопрос нам прислали из Испании. В переводе он звучит так: как поливать по покровке третью фазу? Юрий, слушаем вас. Добрый день. Я очень рад, что вы все были активны, начали задавать мне вопросы. Я постараюсь коротко на все вопросы отвечать. Кому надо будет более подробно на какие-то моменты, вы можете позвонить в нашей компании УМДИС. Третью фазу по покровке я поливаю очень много. Я любитель поливов. Тут есть два варианта. Если некоторые из вас ложат компост без покровки, то я стараюсь поливать сначала компост, да увлажнять на том уровне, который мне надо, чтобы весь слой компоста, из всего слоя компоста вода сжималась. И тогда после нанесения покровки я делаю легкие поливы для того, чтобы покровка просто блестела. У меня уже не стоит эта цель, чтобы увлажнять компост. Если мы загружаем компост вместе с торфом, то тогда я делаю обильные поливы через покровку, чтобы увлажнить весь слой компоста. И для этого у меня есть 2–2,5 дня, потому что после того, как компост начинает восстанавливаться, он в себя не впитывает воду. То есть, если мне температура позволяет, температура компоста не ниже, чем 20 градусов, я с первого же дня начинаю поливать. Зависит, конечно, от качества компоста, но в среднем это от 20 до 50 литров за 2 дня через покровку. Единственный момент, на что надо обращать внимание, чтобы структура торфа не смывалась. Если мы видим, что структура покровки смывается, то лучше не долить уже покровку и компост. Спасибо, Юрий. Второй вопрос у нас из Румынии. Как вытянуть мицелий на поверхность? Это очень просто, но вы должны знать, на что именно обращать внимание. Очень важно, чтобы вы не завязали мицелий под покровом. Это может происходить в двух случаях. Если вы опаздываете с поливом, то есть мицелий уже выходит между комками или он в верхний слой торфа, а мы продолжаем поливать. Это обычно 4-й день, 5-й день. Зависит тоже от качества компоста, от качества кекинга. Мицелий уже на поверхности, а вы даете воду. И с помощью этой воды вы завязываете мицелий под покровкой. И тогда вы можете ждать очень долго по времени, но мицелий не подплывет. Это один момент, что вам обязательно надо заканчивать поливы вовремя. В среднем третья фаза это 3-й день, максимум 3,5 дня. Это в хорошем компосте. Если компост уже плохой, кекинг не работает, тогда это может быть 4-й день, но никак 5-й или 6-й. Второй момент, что когда мы не можем вытянуть мицелий на поверхности, это когда в конец поливов, уже близко фаза стоп и даже фаза стоп, у нас сквозняк в камере. То есть где-то щель в климатике, где-то под дверями, под воротами у нас не герметично закрыты, попадает кислород, СО не набирается достаточно высоко, и тогда мицелий не выходит наружу, он начинает завязываться. Спасибо. Третий вопрос нам прислали из Узбекистана. Как делать шок летом? Летом, конечно, как мы все прекрасно знаем, отличается от зимой. И не только шок, но все этапы выращивания. Летом я стараюсь вывести на поверхность больше мицелия, чтобы у меня был чистый гриб. Это связано с тем, что летом влажность высокая на улице. Чтобы у меня был чистый гриб, мне надо больше мицелия. Поэтому у меня, может быть, удлиняется фаза стоп, и начало шока
первые двое суток я стараюсь держать высокое ЦО, еще высокая влажность. Да, понемножку во время шока я спускаю, но очень медленно, чтобы у меня мицелий подплыл в достаточном количестве, чтобы гриб был чистый. Это связано с влажностью на улице. Юра, спасибо большое. Могу попросить вас говорить чуть-чуть погромче? Постараюсь. Спасибо. Следующий вопрос, точнее два вопроса вместе, нам прислали из Армении. Как делать переход с шока к плодообразованию? И второй связанный вопрос, на что обращать внимание и какие параметры? Для меня конец шока это когда мицелий завязан. То есть это не важно какой день. Когда мицелий завязан, это означает, что мы переходим на плодообразование. Обычно мицелий завязывается, когда температура компоста упала меньше, чем 25 градусов, температура воздуха около 18, влажность в среднем 94, СО 200. И при таких параметрах мицелий уже завязан. Я перехожу на плодообразование. Этот переход очень сильно зависит, насколько активен наш компост. Если компост активный, но еще падает по температуре вниз, тогда я не спешу убрать влажность, я не спешу охлаждать еще сильнее воздух, потому что жду, пока компост не успокоится, пока температура компоста не пойдет параллельно с воздухом. Но мы должны помнить, что гриб растет от испарения. То есть от конец шока до появления первой волны мы каждый день повышаем испарение. То есть во время плодообразования мы повышаем испарение. Как быстро это сделать, зависит от наших шоков. То есть обычно через сутки от конец шока, повышая испарение, то есть я имею в виду по чуть-чуть охлаждаем по полградуса и уменьшаем влажность. И это изменение происходит каждый день, чтобы поднять все поколения, которые у нас есть. Если мы это не сделаем, мы поднимем всего лишь 2, максимум 3 поколения. А чтобы поднять 4-5 поколений, это надо 5 дней повышать испарение. Спасибо. И следующий, предпоследний вопрос информационному грибному агентству «Умдис» прислали из Турции. Сколько килограммов грибов нужно собирать с тонны компоста? То, что я замечаю, тенденция, чем больше, тем лучше, уже нету. Потому что большинство гоняется за качеством, не за результатом. Но каждым годом покровка, технология все лучше и лучше становится. И у нас в среднем получается, если 100 тонн компоста, то это 40% с 3 волн. Конечно, многие хотят 35, но высшего качества. Но есть из моих клиентов, которые берут и 45 до 50%. Но там есть один нюанс, что часть гриба собирается с корешками, не отрезывает ножку. И эти люди берут до 50%. Но в среднем это 40% с тонны компоста. Спасибо. И последний вопрос, который нам прислали из Украины, это как бороться с триходермой? Это болезненная тема, наверное, для многих грибоводов. Триходерм, конечно, есть очень много разных видов. Она может прийти с компостом, можете у себя ее развивать. И она может прийти с торфом. Грибовод, если исключает высоких температур в компосте и свободную воду, то есть в компосте не должна быть свободная вода, тогда ваша вина исключается. Уже надо искать проблему в компосте или в торфе. То есть ваша цель не перегреть и не залить компост. Спасибо большое, Юрий. Мы надеемся, что эти консультации, ответы на ваши вопросы были вам полезны. И мы с удовольствием продолжим вас консультировать. Обращайтесь к нам в Умдис. Ниже под видео вы найдете номер телефона, по которому вы всегда можете с нами связаться.